Здравствуйте! Сегодня я покажу вам видео, на которые попали малообъяснимые и довольно пугающие вещи. Приятного просмотра! Одним ранним вечером, примерно около 19:30 в Гутенберге, Швеции, девушка по имени Илон шла навстречу, и она решила срезать дорогу через небольшой парк в центре города. И все закончилось не очень хорошо. Девушка шла одна, и она решила записать свое путешествие через парк на видео и выложить в Инстаграм. Alltså det är tvärkallt och det är tvärmörkt. I morse var det typ 8 grader och nu är det -2. Jag är på väg till min psykolog nu och han har lovat mig att kolla på Mel Murder den här veckan och jag undrar vad han kommer ställa för diagnos på mig. Och alltså, det är så jävla fucking halt. Helt gyttjigt här i skogen. Fan. Men där framme, fuck me! Jävla skitskog! Вскоре после публикации видео Илон получает очень тревожное сообщение от одного из своих друзей. Он говорит, что на видео попало искаженное лицо, выглядывающее из-за дерева. Но что еще более жутко, так это то, что под деревом тоже находится что-то необъяснимое. И оно, кажется, смотрит в камеру. Но если фигура снизу еще может быть каким-нибудь маленьким животным, то непонятно, чем была фигура, выглядывающая из-за дерева. У этого существа довольно страшное треугольное бледное лицо, и оно больше человеческого. Плюс сама сущность на первый взгляд достаточно высокая. Если бы над Илон просто хотели бы подшутить, то наверняка попытались бы напугать еще раз, потому что во время съемки она ничего не заметила и просто прошла мимо. Но этого не произошло. Сама девушка говорит, что является скептиком и не верит в сверхъестественное. Jag förstår ingenting. Alla vet att jag inte tror på någon paranormal shit. Det gör jag inte. Jag går ju fan alltid ensam i skogen. Jag går till övergivna hus ensam. Och för att jag tror inte att det finns någon paranormal skit. Men vad fan är det för någonting i videon? Jag kommer visa den nu. Alltså är det en uggla? Eller det ser inte ut som en människa, det ser inte ut som ett mänskligt ansikte. Она никогда не публиковала видео с паранормальным в свой Инстаграм. Ее не пугает собственное видео. Более того, она хочет разобраться, что на него попало. И поэтому на следующий день после того, как на видео обнаружилась эта сущность, девушка возвращается в этот парк и днем, и вечером. Но у нее не получается ничего обнаружить, даже крохотную зацепку того, что это могло быть. Так что же попало на камеру? Жуткое существо, демон, ведьма, лесной дух, призрак? Или все же все более рационально, и это просто животное или птица? Пишите свои предположения в комментариях на этот счет. Джо Каллеон был остановлен полицейским из Хьюстона за подозрение в вождении в нетрезвом виде. Джо в свое оправдание говорит, что у него больная нога и что у него проблемы со здоровьем, но полицейский не преклонен и просит Джо простоять 20 минут, чтобы затем пройти полевой тест на трезвость. Стоит отметить, что в конце концов мужчину арестовали, но позже в суде признали невиновным за неимением доказательств. Conduct your test, but I'm going to tell you this, that I'm handicapped. Okay. Like you see when I like this place. Okay. I have a false leg from my hip to my knee. Okay, so I... Но дело тут в самом ролике, где попала на видео проверка Джо на трезвость полицейским. Это видео доступно в сети, и многие пользователи Ютуба заметили на нем кое-что действительно жуткое. Смотрите внимательно.
Непонятная прозрачная высокая фигура будто слишком быстро скользит на заднем плане по асфальту. Сначала можно подумать, что это просто сбой камеры. Но если осветлить видео, то видно, что это нечто будто сначала слегка приплюснуто к земле и движется только на ней. Затем выпрямляется и приобретает форму, похожую на человеческую. Это все происходит меньше, чем за секунду и на самом краю экрана, так что разглядеть это достаточно проблематично. Что это было, так никто и не понял. Что касается задержания, полицейского, проводившего его, после суда отстранили от службы за превышение полномочий еще в нескольких делах помимо этого. В сети есть одно паранормальное видео, которое многие считают по-настоящему страшным. Оно очень старое, но не думаю, что вы его видели. Его транслировали по телевидению в 1992 году в прямом эфире. Этот клип показали только один раз и больше не пропускали в эфир. Одна из причин это то, что видео очень сильно всех напугало. Только благодаря появлению интернета оно снова появилось и стало доступно для просмотра. Команда журналистов снимает небольшой частный дом одной семьи в городе Нортхолл, в котором творятся пугающие вещи. Эта семья даже дала имя сущности, которая их терроризирует. Про себя они называют его Пайпс. В этот момент в прямом эфире разговор шел о рисунках. Один из них начал двигаться сам по себе. И это не единственный случай, когда происходило подобное. Многие начали звонить в прямой эфир и говорить, что заметили на видео саму сущность, которая пугает эту семью. И по мнению людей, кто просматривает это видео сейчас, это вполне может быть призраком или потусторонней сущностью, потому что во время того, как раскачивается зеркало, в его отражении мелькает фигура, очень похожая на ту, что была в спальне. Их силуэты и лица выглядят очень похоже. В конце концов, в какой-то момент мать в этой семье откидывает одеяло и видит, что ее дочь застыла под ним с открытыми глазами, в довольно странном состоянии. Но то, что произошло дальше, еще более страшно. Stop it! Stop it, Susie! Все выглядит очень плохо, и уже непонятно, что творится в доме этой семьи, потому что дочь супружеской пары будто одержима демоном. Неизвестно, что стало с той семьей, но напугало это видео в то время всех достаточно сильно. Stop it! Stop it, Susie! На YouTube-канал Aston's Vinyl Corner парень с именем Астон загружает видео, где он делает обзоры на виниловые пластинки и говорит обо всем, что связано с музыкой и ее коллекционированием. Астон никогда не загружал на свой канал хоть что-то отдаленно связанное с паранормальным до того случая. Только один ролик не вписывается в общую тематику его канала, да и в тематику обычных видео в целом. В этом жутком клипе парень рассказывает, что ему отправила коллега по работе несколько страшных записей с камер видеонаблюдения в своем доме. Она утверждает, что в ее доме обитает нечто потустороннее. По ее словам, одним вечером, когда она только начала засыпать и находилась в легкой стадии сна, она почувствовала кое-что странное, что не могла объяснить простыми словами. Так как подобное случалось не единожды, в ее спальне уже к тому времени стояла специальная камера наблюдения, которая активируется при наличии движения в области съемки. И вот что она записала в ту ночь. Сначала девушка спокойно лежала и спала. Камера ничего необычного не сняла, только время от времени переворачивалась она сама. Но затем, спустя немного времени, камера записала кое-что действительно странное и пугающее.
Нечто, выглядящее как фигура, поднялось под одеялом достаточно высоко. Когда женщина проснулась, одеяло упало, а фигура будто испарилась под ним. Сама она утверждает, что видео и все на нем происходящее на 100% реальное. На сегодня вот и все. Каждый решает сам, верить во все это или нет. Я никого не убеждаю. До новых встреч!